Недавно астрономов шокировал потрясающий объект, который появился в космосе. В галактике NGC 4993 созвездия Гидры они заметили огромный хрустальный шар, ярко сияющий в небе. Ничего мистического, конечно, в этом не было. Просто две нейтронных звезды столкнулись и закончили свою жизнь в огне гигантского взрыва. Событие, которое произошло примерно в 130 миллионах световых лет от нас, называется килоновой. Хоть и редко, оно уже наблюдалось астрономами и каждый раз имело свои особенности. Но никто не ожидал, что взрыв может выглядеть столь идеально сферическим, как стеклянный шар. Это не укладывается в современные космологические теории, а также многочисленные моделирования килоновой. В космосе можно найти и другие невозможные с точки зрения науки вещи: небесные фантомы, горячие мертвецы, планеты-слоны. В нынешнем путешествии мы хорошенько обшарим все закоулки Вселенной и познакомим с такими, казалось бы, немыслимыми объектами. Они гуляют по небу сами по себе, не подчиняясь никаким правилам. Законы физики, как мы их понимаем, в целом должны действовать во всей Вселенной. Однако на примере килоновой видно, что существуют исключения. В основе этого взрыва, скорее всего, лежит физика, которая сейчас за пределами нашего понимания. Пока ученые точно не знают, почему в результате взрыва килоновой образовалась сфера. Правда, на этот счет уже есть несколько предположений. Хрустальный шар могла создать энергия, освободившаяся во время слияния нейтронных звезд. Но, возможно, здесь сыграли свою роль частицы под названием нейтрино. Или же своего рода магнитная бомба образовалась в момент, когда высвободилась энергия огромного магнитного поля сверхмассивной нейтронной звезды. В таких условиях светило превращается в черную дыру. Материя при взрыве на несколько секунд перед этим будет распределена более сферически. Впрочем, есть еще более сложная головоломка, которую эта килоновая принесла ученым. Она касается гравитационных волн, ряби в пространстве-времени, которую вызвало событие. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна утверждает, что гравитационные волны распространяются с быстротой света, но модификации теории предсказывают разные скорости для гравитационных волн. Событие в галактике NGC 4993 дало идеальную возможность для проверки расчетов. Сигнал гравитационной волны и сигнал гамма-всплеска от килоновой прибыли на Землю с разницей в 1,7 секунды. Это произошло после путешествия на расстояние более 140 миллионов световых лет. Чтобы достичь Земли так близко друг к другу после столь долгого полета, гравитационные и электромагнитные волны должны были двигаться с одинаковой скоростью, причем до 1 миллионной миллиардной доли секунды. Это единственное измерение оказалось в миллиард раз точнее предыдущих наблюдений и, таким образом, поставило под сомнение модифицированные теории гравитации. Возможно, что общая теория относительности неполна, или дополнительное ускорение существует лишь при очень малых скоростях. Подобное пока наблюдается только на краю галактик, в группах галактик или в еще более крупных структурах. Но какая сила все же действует в этом случае? Самая распространенная гипотеза заключается в том, что астрономы наблюдают эффекты темной материи. Существует и альтернативное объяснение. Нет никакой темной материи, а есть некая дополнительная физика за пределами общей теории относительности. Это приводит к тому, что мы находим в космосе невозможные объекты и события с точки зрения современной науки. Нужны более точные формулы для их описания в более экстремальных ситуациях, ведь примеров неподчинения нашим космическим законам становится все больше. Так посмотрим еще раз на гравитацию. На небольших небесных телах типа Луны или астероидов эффекты гравитации намного слабее, чем на Земле. Это может привести к неожиданному поведению, например, к меньшему трению и различным траекториям движущихся объектов. В условиях микрогравитации на Международной космической станции, как известно, жидкости ведут себя иначе, чем на Земле.
их поверхностное натяжение становится гораздо более значительным, и жидкости могут образовывать плавающие глобулы, а не оседать в лужах. Если брать термодинамику, то в космическом вакууме теплопередача происходит в основном посредством излучения. Там просто нет среды для проводимости. Это может привести к иной тепловой динамике в космосе, чем на Земле. Квантовые эффекты тоже добавляют смуту в нашу науку. Хотя квантовая механика управляет поведением крошечных частиц, она действует и в более грандиозных масштабах. В экстремальных условиях, например, вблизи черных дыр, квантовые эффекты могут вести себя непредсказуемо, бросив вызов нашему пониманию Вселенной. И, наконец, предсказания общей теории относительности тоже иногда дают сбой. Она, к примеру, не может описать сингулярности, такие как центры черных дыр, где плотности становятся бесконечными. Есть предположение, что законы физики могут быть в этой бесконечной пропасти совершенно иными, чем те, что действуют снаружи. Иными словами, некоторые объекты представляются нам совершенно невозможными, когда речь идет о крайностях или космическом экстриме. Кажется, что во Вселенной каких-то вещей существовать не должно. Но они есть, а ученые пытаются их объяснить. И мы сейчас займемся поиском именно таких объектов. До первой остановки далеко лететь не придется. Мы сделаем ее в нашем космическом доме, Солнечной системе. Астрономы неплохо ее изучили с помощью телескопов и космических аппаратов, однако каждая планета по-прежнему таит множество секретов. И здесь, пожалуй, выделяется Юпитер, пятую от звезды самую большую планету Солнечной системы, знали еще в доисторические времена. Уже древние вавилоняне заметили ее движение по небу, а китайцы дали описание 12-летнего цикла вращения газового гиганта. В 1660-х годах астроном Джованни Кассини наблюдал пятна и полосы на поверхности Юпитера. Теперь, конечно, наши знания о Юпитере неизмеримо выросли. Кроме наблюдений с помощью самых современных телескопов, с 1970-х годов к планете было отправлено 8 межпланетных аппаратов НАСА. Среди них Пионеры, Вояджеры, Галилео, Юнона и другие. Некоторые объекты и явления, которые связаны с газовым гигантом, как оказалось, порой противоречат науке. Вот несколько загадок, которые выявил космический зонд Юнона. Целью этой миссии НАСА было изучение происхождения и эволюции Юпитера. К тому же в задачи зонда входили поиск твердого ядра планеты, составление карты магнитного поля, измерение содержания воды и аммиака глубоко под ее атмосферой. Юнона собрала огромные данные, однако они озадачили астрономов. Все от цвета полюсов Юпитера до колебаний гравитационных и магнитных полей сильно отличалось от ожидаемых характеристик. Даже самое яркое и красочное событие на Юпитере иногда называют сплошным недоразумением. Речь идет о мощных полярных сияниях, которые мы обязательно увидим во время нашего путешествия. Авроры непрерывно кружатся вокруг полюсов планеты, создавая странное светящееся гало. На Земле полярные сияния возникают, когда электроны ускоряются вдоль линий магнитного поля по направлению к полюсам. Часть из них проникает в атмосферу Земли, где взаимодействуют с молекулами кислорода и азота. Когда возбужденные молекулы успокаиваются, они испускают фотоны и создают прекрасное световое шоу северного сияния в небе. На Юпитере, поскольку он гигант, все намного мощнее и масштабнее. У него очень сильные электрические потенциалы над полярными регионами, которые почти 30 раз превышают земные. Ожидалось, что и полярные сияния тоже будут примерно в 30 раз мощнее. Но в реальности все оказалось еще круче. Авроры Юпитера в 100 раз превосходят наши. Пока нет объяснения той невероятной силе, с которой они вспыхивают в юпитерианском небе. Для столь огромных полярных сияний электронам необходимо ускориться до 1 миллиона электрон-вольт. Такой разгон нельзя объяснить с помощью современных научных знаний. И все же
наиболее странным объектом остается знаменитое Большое Красное Пятно. Это суперураган, равного которому нет в Солнечной системе. Самые большие бури на Земле имеют более 1700 километров в поперечнике, а порывы ветра достигают более 300 километров в час. Они способны охватить почти все штаты США к востоку от Техаса. Но даже такие монстры меркнут по сравнению с Большим Красным Пятном диаметром 25 800 километров. Буря на Юпитере достигает безумной скорости около 805 километров в час. Впрочем, один из неразгаданных секретов скрыт не в скорости, а в самом названии урагана. Почему пятно красное? Точного ответа у ученых пока нет. Недавно появилась версия, что бурю окрашивают органические вещества талины. Вихрь поднимает их из недр планеты в верхние слои атмосферы. Вещества имеют темно-красный оттенок, а под воздействием солнечных лучей немного светлеют. Однако эта гипотеза не может объяснить, почему пятно иногда совсем бледнеет. Космический корабль сделал снимки урагана и во многом помог определить его природу. По данным Юноны, ученые составили трехмерную модель Юпитера. Она показала, что Большое Красное Пятно простирается намного глубже, чем считалось ранее. На Земле буря такого размера поднялась бы выше Международной космической станции. Исследователи говорят, что сверху ураган похож на огромный блин, от которого вихрь воронкой закручивается вниз аж на 500 километров. Он в 50-100 раз глубже, чем океаны Земли, а подпитывается шторм атмосферными струями, расположенными на невероятной глубине в 3000 километров. Ученые пытаются разгадать механизм движения этих течений. Данные космических аппаратов пока дают только одну подсказку. Вверх и вниз струями перемещается атмосферный газообразный аммиак. Это сильно отличается от того, как все происходит на Земле. У нас атмосферные явления в значительной степени управляются водой, облаками, конденсацией и солнечным светом. Для объяснения того, как буря работает на Юпитере, потребуются новые модели. Пока ученые разбираются с газовым гигантом Солнечной системы, за ее пределами мы познакомимся с еще более невозможными объектами. Сначала поищем среди планет. Астрономы открыли их уже более 5500. Некоторые из этих небесных тел оказались очень странными. Планета TOI 1452b из созвездия Дракона в 100 световых годах от нас тот еще экстремал. Этот мир относится к классу суперземель и очень близок со своей звездой, совершая оборот по орбите всего за 11 дней. TOI 1452b заинтриговала ученых тем, что на ней обнаружены признаки жидкой воды. А если планета близка со звездой, то безумно раскалена. Вода в ней обязательно превратится в пар. Правда, звезда TOI 1452 – красный карлик, который меньше и холоднее Солнца. Это может несколько снизить температурные показатели. Возможно, планета получает от звезды такое же количество света, как Венера от Солнца. Но и в таком случае на ней слишком жарко, чтобы поддерживать воду в жидком виде. Только если на TOI 1452b найдут плотную атмосферу из водорода и гелия, все станет более понятным. Подобная атмосфера задерживает часть излучения звезды, и вода с поверхности планеты не испарится. Тогда TOI 1452b, большая каменистая планета, вероятно, окажется покрытой очень глубокими океанами. Расчеты ученых показали, что вода способна составить до 30% массы подобного мира. Это очень много, если сравнить с нашей планетой. Поверхность Земли на 70% состоит из воды, но океаны не превышают 1% ее массы. Водоемы TOI 1452b скорее сравнимы с теми, что предположительно есть на спутниках Ганимед и Каллиста Юпитера, Титан и Энцелад Сатурна. Считается, что ледяными панцирями этих лун скрыты невероятно глубокие океаны. Еще одного газового гиганта можно тоже назвать мегаэкстремалом, но уже по упитанности.
AB Возничего b астрономам удалось засечь в 2022 году в созвездии Возничего на расстоянии 508 световых лет от Земли. Планета в 9 раз массивнее Юпитера при радиусе всего в 1,12 нашего газового гиганта. За это ученые называют AB Возничего b слоновьей планетой. Но вернее будет сравнить ее со слоненком. Она до сих пор формируется в системе молодой звезды AB Возничего, сияющей в 38 раз ярче Солнца. Причем растет этот ребенок не по понятиям космологии. Он ютится на самой окраине звездной системы, в 2 с лишним раза дальше, чем Плутон от Солнца, и почти в 100 раз, чем Земля от нашей звезды. Если бы мы переселились на эту планету, то никогда не смогли бы отпраздновать Новый год. На это не хватило человеческой жизни. Год на экзопланете длится 587 земных лет. Со времен Средневековья этот праздник на Земле, окажись она на месте AB Возничего b, удалось бы отметить только 1 раз. Но главное, что на таком расстоянии от звезды, согласно стандартным моделям ученых, AB Возничего b не могла набрать огромную массу. Обычно это происходит за счет того, что материя и газ притягиваются гравитацией протопланеты к ее ядру. На задворках звездной системы же особо поживиться планете явно нечем. Значит, AB Возничего b возникла как-то по-другому, и ученые уже ищут подходящие модели. По одной из них планеты могут рождаться из огромных космических обломков. Когда диск вокруг молодой звезды остывает под воздействием гравитации, он иногда распадается на части планетарного размера. Один из таких кусков и образовал слоновью планету. Она продолжает расти за счет окружающего газа, которого в системе молодой звезды пока хватает. По массе AB Возничего b уже близка к максимуму, отделяющему ее от перехода в категорию коричневых карликов. Астрономы называют их промежуточным звеном между планетами и звездами. WASP-18b в 1000 световых годах от Земли тоже набрала лишний вес, отхватив при формировании хороший кусок материи из родительского облака. Планета настолько массивна и так близка к своей родительской звезде, что ее вообще не должно существовать. Гравитационные взаимодействия между двумя массивными объектами, WASP-18b и ее звездой, по идее, давно бы притянули их друг к другу. И слоновья экзопланета сгорела бы от жара раскаленной звезды. Представьте себе, что Солнце сделало бы с Юпитером, окажись газовый гигант на орбите Меркурия. WASP-18b в 10 раз больше Юпитера. Она совершает оборот вокруг своей родительской звезды менее чем за 24 часа. И при таком положении объект чудесным образом остается цел и невредим. Астрономы ищут научное объяснение этой странной тесной дружбы двух небесных тел без каких-либо ссор и катаклизмов. Есть еще одна перекормленная планета, которая не хочет вести себя в рамках наших космологических моделей. Она находится примерно в 300 световых годах от Земли, в созвездии Южный Крест. Это HD 106-906b, супер-Юпитер, который в 11 раз массивнее газового гиганта Солнечной системы. Из-за невероятного размера и огромного расстояния до своей белой горячей звезды HD 106-906b бросает вызов многим современным теориям о формировании планет и звезд. HD 106-906b находится на расстоянии около 650 астрономических единиц от звезды, что примерно в 15 раз дальше, чем проходит орбита Плутона от Солнца. Согласно планетарной теории, такой массивный объект, как HD 106-906b, как мы говорили, не может сформироваться на гигантском расстоянии от светила. Некоторые ученые полагают, что HD 106-906b может быть коричневым карликом, известным как неудавшаяся звезда. То есть она просто не смогла накопить достаточно материала, чтобы превратиться в полноценное светило. Если бы это удалось, система имела бы 2 звезды. Но тогда все равно нарушались бы текущие законы физики, поскольку существовала бы слишком большая разница в массах звезд. В большинстве двойных систем наибольшее отношение масс между светилами составляет 10 к 1.
но в этом случае оно было бы ближе к пропорции 100:1. А газовый гигант GJ3512b размером в половину Юпитера ухитрился найти себе звезду не по размеру. Планета находится в 30 световых годах от Земли, в созвездии Большой Медведицы. Она вращается вокруг красного карлика, который почти в 5 раз меньше Солнца и в 50 раз тусклее. Масса GJ3512 не более чем в 270 раз превышает массу планеты. Для сравнения, Солнце примерно в 1050 раз массивнее Юпитера. Подобное соотношение не укладывается в современные представления астрофизиков о формировании звездных систем. Принято считать, что вокруг маленьких светил вращаются только планеты размером с Землю или более массивные суперземли. Раньше ученые думали, что газовых гигантов в таких системах вообще не существует. Теперь они склоняются к мысли, что их просто не могли найти из-за тусклого света родительских звезд. А формируются эти планеты, скорее всего, из обломков звездных дисков. Хотя, опять же, для гигантов типа GJ3512b газа и пыли в диске крошечного светила должно не хватить. Ученые надеются, что современные технологии помогут им вывести на чистую воду подобных нарушителей космических правил. Так, телескоп Джеймс Уэбб уже исследует объекты на совершенно новом уровне, а в 2029 году стартует европейская миссия «Ариэль», которая сосредоточится на изучении экзопланет. В то же время другие космические миссии сосредоточены на тайнах далеких звезд. Среди них также находят немало светил, которые ведут себя не по понятиям современной науки. Спутник Европейского космического агентства «Гайа» зафиксировал звездную систему, в которой есть удивительно яркое светило. Оно во многом похоже на Солнце, лишь немного меньше по размеру, а по химическому составу практически идентично. Однако ученых больше заинтересовал очень массивный таинственный объект, который, вероятно, вращается рядом со звездой. Исследователи выяснили, что он значительно больше своей яркой соседки и достигает около 11 солнечных масс. Объект находится в 1,4 астрономической единицы от звезды, примерно как Марс от Солнца, и делает полный оборот по орбите за 188 дней. Вот только увидеть этот призрак пока никому не удалось, и он проявляет себя только гравитационными эффектами. Сначала астрофизики предположили, что невидимка является черной дырой, но многое в этой гипотезе не сходилось. Черные дыры образуются в результате гибели очень массивных звезд, то есть получается, что светило, подобное Солнцу, сформировалось и жило в компании с настоящим звездным монстром. Сценарий очень маловероятный, скорее даже невозможный. Нужны почти идеальные условия, чтобы солнцеподобная звезда миллионы лет целой и невредимой жила очень близко к черной дыре. Астрономы склоняются к версии, что темный объект скорее представляет собой нечто гораздо более экзотическое, чем черная дыра, а именно звезду из темной материи. Согласно одной из теорий, темная материя – это один из видов бозонов. Так называют частицы, переносящие силы природы. Для образования космических объектов из темной материи бозоны должны быть стабильными и обладать хотя бы какой-то массой. Пока известен один стабильный бозон – фотон, который переносит электромагнитную силу. Однако он не имеет массы. Если же предположить существование бозонов, подходящих для строительства больших космических объектов, они могут формировать сгустки темной материи размера звезды. Подобные гипотетические объекты астрономы называют бозонными звездами. Поскольку темная материя не взаимодействует с другими частицами или светом, то бозонные звезды совершенно невидимы. Их можно обнаружить лишь по гравитационному воздействию на окружающие объекты. Примерно так, как в случае с солнцеподобной звездой и ее невидимым компаньоном. Замена предполагаемой черной дыры на бозонную звезду в теории объяснила бы все странности того далекого мира. Исследователи хотят создать модель экзотического светила, что поможет им подтвердить результат данных Гайа и свою версию строения невероятной звездной системы.
Но что мы увидим, если в нашем путешествии столкнемся с этой самой бозонной звездой? Ничего подобного Солнцу, яркому голубому Сириусу или любому другому светилу в нашем небе. С обычными звездами бозонные роднят только размер и масса. На этом сходство заканчивается. Вместо сияния мы увидим контуры некого странного прозрачного призрака, и только внутри него будет скапливаться небольшое количество барионной материи. Темный, чуть подсвеченный где-то глубоко изнутри фантом. Еще одна тусклая звезда – маленький коричневый карлик WD-0032-317b в 1400 световых годах от Земли. Однако это тусклое светило тоже сумело поразить своим поведением астрономов. Коричневые карлики можно назвать мертворожденными звездами, поскольку они не сумели запустить в своем ядре термоядерный процесс. Тот, о котором идет речь, вращается по странной орбите вокруг другого небесного трупа – белого карлика. Второй партнер был обычной звездой, пока не достиг конца своего жизненного цикла. Теперь белый карлик медленно остывает, поскольку ядерный синтез уже не идет в его ядре. Что касается коричневого карлика, то массой он в 75-88 раз превосходит Юпитер. Как и все звезды этого типа, он должен излучать очень мало тепла. Максимальная температура подобных звезд может достигать 2500 градусов Цельсия, а минимальная – лишь несколько сотен градусов. Но WD-0032-317b решил выбиться из общего правила. Он раскален до немыслимого показателя более 7000 градусов Цельсия. То есть получается что-то невообразимое. Маленькая тусклая звезда, которая так и не смогла зажечься, оказалась горячее Солнца. Температура нашего светила составляет примерно 5500 градусов Цельсия. Сначала астрофизики предположили, что коричневый карлик раскаляет внутренние процессы. Однако после дополнительных исследований версия не подтвердилась. Скорее, это результат его близкого соседства с белым карликом. Хотя мертвая звезда больше не занимается ядерным синтезом, она все еще разогрета до 37 тысяч градусов Цельсия. С другой стороны, вряд ли она сумеет своим теплом разогреть коричневого карлика сильнее, чем термоядерный синтез наше Солнце. Так что вопрос с аномальной температурой WD-0032-317b в настоящее время остается открытым. Да, в космосе все как на Земле. Даже маленькие коричневые карлики мечтают попасть в компанию суперзвезд. Что уже говорить о крупных светилах с более широкими возможностями. Красный супергигант В-838 единорога в 20 тысячах световых лет от нас входит в компанию любителей поярче блеснуть. Это, как положено красным гигантам, достаточно прохладная звезда с температурой поверхности в 2900 градусов Цельсия, то есть почти в 2 раза холоднее Солнца. В то же время В-838 единорога в 380 раз больше Солнца и в 5-10 раз массивнее. За счет размера светимость звезды в 15 тысяч раз превышает солнечную. Но этого красному гиганту показалось мало. По неизвестным причинам внезапно он невероятно раздул свою внешнюю оболочку и стал самой яркой звездой во всем Млечном Пути. В-838 единорога затмила светимость Солнца в 600 тысяч раз, а затем внезапно вновь стала слабой, будто какая-то небесная сила щелкнула невидимым выключателем. В последующие 2 месяца зафиксировано еще несколько таких же вспышек. Во время них астрономы уловили световое эхо в результате отражения вспышки света от облаков газа и пыли. Из-за этого возникла иллюзия, что скорость света якобы превышала световую. Сначала ученые предположили, что это белый карлик высасывал газ у своей звезды-компаньона до тех пор, пока не накопил достаточную массу и не вспыхнул термоядерным факелом. Только вот сверхновые не взрываются 3 раза подряд за короткое время. Означают ли вспышки столкновения красного гиганта с каким-то другим светилом? Либо же одна звезда поглотила поочередно 3 огромных планеты? На эти вопросы нет ответов. Тем временем астрономы зафиксировали еще один странный эффект.
За несколько месяцев звезду окружила туманность, быстро увеличив свой видимый размер с 4 до 7 световых лет. Она покрыла пространство удивительными радужными оболочками, которые меняли цвет. Зрелище получилось захватывающим, только природа этого облака тоже не ясна. Возможно, туманность соткана из вещества, сброшенного звездой несколько тысяч лет назад, но тогда облако должно быть менее плотным. Ученые теряются в догадках насчет сразу нескольких демаршей В-838 единорога. Нетипичное поведение светила, невозможная туманность, которой быть не должно, неизвестный тип вспышек. 3 загадки в звездном флаконе. Многовато для одного светила, но в космосе хватает еще более загадочных и таинственных вещей. Как вам встреча со странными объектами, которые вообще представляют собой неизвестно что? В 2023 году телескоп Джеймс Уэбб с помощью своей инфракрасной камеры выловил в небе сотни свободно плавающих небесных тел, не связанных с родительскими звездами. Точно идентифицировать их пока не удалось. Они сильно смахивают на парочки планет. Только вот эти невозможные объекты постоянно посылают в космос радиосигналы, что совсем не характерно для планет. Давайте попытаемся лучше разобраться, что представляют собой непонятные небесные тела. Для этого нужно полететь в туманность Ориона, которая находится в 13 044 световых годах от Земли. Далековато. Но в мареве гигантской туманности размером в 12 световых лет скрываются многие вещи за пределом компетенции нашей науки. Планеты, которые, по-видимому, посылают радиосигналы из их числа. В туманности Ориона уже обнаружено более 500 странных небесных тел, схожих по массе с Юпитером. 80 из них держатся парами, вращаясь друг вокруг друга на расстояниях от 25 до 400 астрономических единиц. Эти танцующие дуэты ученые называют двойными объектами массы Юпитера или джумбо. Незнакомцы представляют собой огромную загадку для науки, поскольку своим существованием бросают вызов современным теориям формирования планет. Некоторые ученые считают эти объекты ранее неизвестными образованиями. Они больше планет, но меньше коричневых карликов. Дальнейшие исследования подтвердили, что джумбо генерируют инфракрасное излучение, а недавно международная команда астрономов решила выяснить, производят ли танцующие в небе пары радиоволны. Радиоизлучения разных классов космических объектов отличаются друг от друга. Например, газовые гиганты, подобные Юпитеру, извергают несколько типов радиосигналов, включая гигагерцовое излучение. Они в 1000 раз более высокие, чем FM-сигнал, отчасти из-за их магнитных полей. Изучение таких сигнатур от джумбо, по расчетам астрономов, может идентифицировать непонятные небесные тела. Наблюдения также дадут шанс объяснить, почему одни объекты испускают радиоизлучение, а другие нет. Чтобы найти радиоволновые отпечатки туманности Ориона, где находится джумбо, ученые прочесывают архивы наблюдений Национальной радиоастрономической обсерватории США. И одну очень интересную находку они уже сделали. Исследователи нашли пару, которая, по-видимому, излучает радиоволны Джумбо-24. Объект кажется им наиболее странным из всех компаний подобных небесных тел. Он является самым тяжелым из джумбо. Также в нем оба партнера в паре расположены максимально близко друг к другу. Есть еще странные объекты, которые астрономы не могут точно идентифицировать. Они сияют в небе в 10 миллионов раз сильнее Солнца и своей яркостью бросают вызов принятым космологическим гипотезам. Астрономы называют этих нарушителей закона сверхяркими рентгеновскими источниками, или ULX. Они испускают гигантское количество энергии, тем самым нарушая предел Эддингтона. Все, что за этим пределом по физическим законам, должно взорваться и разлететься на куски. Однако ULX регулярно превышает границу в 100-500 раз, при этом оставаясь целыми и невредимыми.
Новые наблюдения с помощью ядерного спектроскопического телескопа НАСА, который видит Вселенную в рентгеновских лучах высокой энергии, нашли самый яркий объект среди ULX. Он называется M82X2. Предыдущие теории предполагали, что этот экстремальный источник света может быть своего рода оптической иллюзией. Однако новые исследования подтвердили его реальность. Так что же за объект буквально прижигает своим излучением небо? И почему он не хочет следовать космическим правилам, сводя астрономов с ума? Раньше исследователи считали, что ULX могут быть черными дырами, но M82X2 оказался нейтронной звездой. Так называют оставшиеся после взрыва сверхновые мертвые ядра звезд, подобных Солнцу. Нейтронная звезда настолько плотная, что гравитация на ее поверхности примерно в 100 триллионов раз сильнее, чем на Земле. Это означает, что любой материал, притянутый к поверхности мертвого светила, превращается в неимоверной силы заряд. Даже легкий нежный зефир, упавший на поверхность нейтронной звезды, ударит по ней с энергией тысячи водородных бомб. Новое исследование показало, что M82X2 каждый год потребляет объем материала, равный 1,5 Землям. Источник питания находится тут же рядом. Объект откачивает вещество из соседней звезды. Когда большое количество материи попадает на поверхность нейтронной звезды, она начинает безумно светиться. По гипотезе ученых, секрет ее запредельного сияния в следующем. Интенсивное магнитное поле нейтронной звезды изменяет форму ее атомов. Тем самым светилу удается периодически нарушать предел Эддингтона и не взрываться, разлетевшись на куски. Еще более невозможным представляется астрономам гигантский небесный штопор. К какому грандиозному празднику готовится Вселенная, которая его создала, астрономам неизвестно. Но эта космическая вещь настолько велика, что бросает вызов современному пониманию мироздания. Если говорить точнее, штопор состоит из двух частей. Первая из них, гигантская спираль из галактик и их скоплений, получила название «Большое кольцо». Оно имеет ширину в 1,4 миллиарда световых лет и длину окружности 4 миллиарда световых лет. Это делает структуру одним из крупнейших когда-либо наблюдавшихся объектов, и по идее она должна ярко сиять в нашем небе. На самом деле этого не происходит. Большое кольцо находится на невероятном расстоянии от Земли, в 9 миллиардах световых лет. Оно слишком тусклое, так что его свет нельзя увидеть невооруженным глазом. Но если бы кольцо было ближе, оно казалось бы в нашем ночном небе в 15 раз больше полной Луны. Кольцо обнаружено недалеко от гигантской дуги шириной 3,3 миллиарда световых лет, и это вторая из колоссальных структур небесного штопора. Но чем размеры дуги и кольца мешают общей картине мироздания? Согласно космологическому принципу, если вы сильно уменьшите масштаб Вселенной, то она начнет выглядеть более или менее однородной. Это устанавливает жесткий верхний предел примерно в 1,2 миллиарда световых лет для размера структур, обнаруженных внутри Вселенной. Однако наш гигантский штопор и каждая из его частей немного превышают теоретический верхний предел. Пока ученые бьются над этой загадкой и все больше узнают о гигантском космическом сооружении, оба объекта небесного штопора находятся на одинаковом расстоянии от нас, около созвездия Волопаса, в 12 градусах друг от друга при наблюдении за ночным небом в телескоп. Они существовали в одно и то же космическое время, когда Вселенная была всего в 2 раза моложе своего нынешнего возраста, и, может, вместе образуют еще более необычную космологическую систему. Насчет их состава существует несколько гипотез. Сначала ученые предположили, что это может быть остаток барионной акустической осцилляции, типа звуковой волны, которая рябила в горячей плазме ранней Вселенной. Затем дальнейший анализ показал, что большое кольцо и гигантская дуга для этого слишком велики. И еще они не имеют строгой сферической формы. Каким должен быть остаток волны новорожденного мироздания? Альтернативные объяснения предполагают, что структуры штопора могут быть космическими струнами, гипотетическим скоплением материи, созданным на заре Вселенной.
Или же это остаток чего-то еще, таинственного и загадочного, что требует совершенно новой модели для объяснения? Галактики, которые составляют подобные мегаобъекты или другие скопления, тоже порой демонстрируют невозможные вещи. Есть один тип странных галактик, которые совсем не хотят светить. Это, например, J0613+52, расположенная на расстоянии около 270 миллионов световых лет от Земли. Ее можно назвать миром полной темноты, лишенным всех звезд. Или, по крайней мере, там отсутствуют видимые светила. По словам астрономов, в галактике наблюдается лишь загадочное блуждание межзвездного газа среди пустоты. Какая сила нажала на космический рубильник, оставив огромное пространство во тьме? Это не укладывается ни в какие рамки космологических теорий. Изучив аномалию, ученые из Университета Токио высказали гипотезу, в чем тут дело. По их версии, в этих галактиках не образуются звезды. Во всех случаях наблюдался примерно одинаковый процесс. Газ вращается вокруг центра галактики неравномерно, а хаотично. И виновны в этом сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Они выбрасывают мощные конические пучки газа, которые исследователи называют красными гейзерами. С помощью красных гейзеров черные дыры убивают галактики. Выбросы разогревают газ, делая его слишком горячим для конденсации. Таким образом, потоки сверхгорячей плазмы, которые порождают монстры, останавливают образование в галактиках звезд. Исследователи также установили, что эти потоки, черные дыры, могут выбрасывать даже в голодном состоянии. Если они не получили на обед большие массы пыли и газа. Впрочем, пока это лишь теория, которая требует многочисленных проверок. Например, механизмы образования красных гейзеров на сегодняшний день абсолютно не ясны. Но если J0613+52 в зрелом возрасте по каким-то причинам не хочет зажигать звезды, то у галактик, которых можно назвать космическими динозаврами, все наоборот. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил 6 гигантов, которые сформировались с поразительно высокой скоростью. Всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Каждый из них, несмотря на ранний возраст Вселенной, не терял времени даром и отхватил себе кусок неба с количеством звезд примерно как в Млечном Пути. Наша галактика считается крупным объектом, диаметром около 100 тысяч световых лет. Предполагается, что в Млечном Пути не менее 100 миллиардов планет, причем более 10 миллиардов из них земного типа. А звезд, по оценкам НАСА, вообще невероятное количество – от 100 до 400 миллиардов. Однако Млечный Путь возрастом предположительно 10 миллиардов лет очень молод по сравнению со старожилами, которых Джеймс Уэбб обнаружил на окраине Вселенной. Их открытие ставит под сомнение современное понимание формирования галактик. Астрофизики из Университета Колорадо в Болдере сравнивают далекие галактики с бананами, поскольку они выросли так быстро после появления мироздания. Принятые в настоящее время теории предполагают, что через 1-2 миллиарда лет после рождения Вселенной ранние протогалактики только достигли юности. С течением времени они сформировались в карликовые галактики, которые начали пожирать друг друга. Лишь после этого появились гиганты, подобные Млечному Пути. Галактические бананы созрели так быстро, что противоречат 99% моделей космологии. Значит, либо модели необходимо изменить, либо научное понимание формирования галактик требует фундаментального переосмысления. Пока астрономы пришли к выводу, что масса звезд на заре нашей Вселенной может оказаться в 100 раз больше, чем думали раньше. Следующим шагом станет спектральный анализ изображения гигантских галактик. Это позволит получить точные данные о расстояниях и лучшее представление о химическом составе небесных динозавров. Тем временем космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил еще более крупную древнюю галактику – JGS Z14-0. Ученые назвали ее почти ровесницей Вселенной. Возраст этого небесного раритета составляет 13,8 миллиарда лет, то есть галактика, по расчетам ученых, образовалась всего лишь через 300 миллионов лет после Большого взрыва.
JHS Z14.0 противоречит всем теориям, будучи слишком массивной и активной для своего возраста. Поразительно и то, что галактика содержит гигантский ореол новых звезд вокруг ядра, возраст которых в среднем оценивается примерно в 90 миллионов лет. Она наполнена огромным количеством пыли и тяжелых элементов, таких как кислород. Иными словами, JHS Z14.0, вероятно, уже активно формировала звезды задолго до своего предполагаемого возраста в 300 миллионов лет. Исследователи рассматривают среди возможных объяснений феномена частые взрывы сверхновых или влияние темной энергии. А недавно во всем заподозрили опять же сверхмассивные черные дыры. Их чересчур ранний рост на заре Вселенной мог дать толчок преждевременному развитию галактик. Сверхмассивные черные дыры вообще, похоже, очень часто мутят космос, бросая вызов нашей науке. Ученые нашли разъевшихся монстров, которые существовали в ранней Вселенной менее чем через 1 миллиард лет после Большого взрыва. Давайте совершим путешествие к одному из этих чудовищ и внимательно его рассмотрим. Мы полетим к черной дыре в центре галактики UHZ1, созвездие Скульптор, на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Она является квазаром, то есть вещество вокруг нее нас кружит на безумной скорости. Монстр настолько быстро поглощает эту материю, что она нагревается до немыслимых температур и озаряет космос невероятным светом. Квазары считаются самыми яркими объектами во Вселенной. По интенсивности света ученые рассчитали, что масса квазара составляет от 40 до 70 миллионов солнечных. Его свет также показал, что черная дыра существовала уже через 400 миллионов лет после рождения Вселенной. То есть она возникла в небе в тот период, когда только начали формироваться первые звезды. Современные теории говорят, что черные дыры могли стать сверхмассивными только более чем через 1 миллиард лет после рождения Вселенной. А эти существовали в период между 500 миллионами и миллиардом лет после Большого взрыва. Как тогда объяснить массу UHZ1 и некоторых других разъевшихся черных дыр? Чтобы прояснить этот вопрос, астрономы изучили данные космических телескопов XMM Ньютон и Чандра о древних квазарах. По итогам работы исследователи предположили, что сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной могли быстро набрать лишний вес за счет всплесков интенсивного поглощения материи. Слишком частые и обильные обеды приводили к нарушению предела Эддингтона, о котором мы уже говорили. Согласно этому правилу, существует максимальный предел светимости материи у черной дыры. Он достигается до того, как давление света преодолеет гравитацию черной дыры и заставит материю улететь в космос. Таким образом, поглощение вещества монстром прекращается, а потому он тормозит свой рост. Авторы нового исследования считают, что черные дыры в ранней Вселенной смогли перешагнуть этот порог. Они в огромных количествах поглощали материю за относительно короткие периоды времени. Доказательства этому астрофизики нашли при изучении связи между рентгеновским светом квазаров и скоростью мощных выбросов материи из черных дыр. Если гипотеза подтвердится, она во многом объяснит существование сверхгигантов среди дыр менее чем через 1 миллиард лет после рождения Вселенной. Словом, ученые стараются поставить на место черные дыры и другие объекты, которые нарушают правила космологии. Их невозможным свойствам и поведению, в конце концов, зачастую находится объяснение. Впрочем, есть и другой вариант. Законы космоса обновляются всякий раз, когда дают серьезный или системный сбой. Так произошло с аномальным смещением орбиты Меркурия, которая не подчиняется ньютоновскому закону всемирного тяготения. В конце концов, теория относительности Эйнштейна сумела закрыть данную брешь. В свою очередь, волновая теория света дала сбой при изучении фотоэлектрического эффекта. Квантовая механика это исправила. Свет в ее рамках определен одновременно и частицей, и волной. Теперь наши знания тормозят, например, при объяснении так называемой сингулярности в центре черных дыр.
Окончательная разработка теории квантовой гравитации должна это исправить. И тогда один из самых невозможных космических объектов, вероятно, откроется для наших путешествий. Представляете, какие впечатления нам подарит тур внутрь черной дыры? Вряд ли может быть что-то более интересное, и мы с нетерпением ждем новых открытий.